это способность женской половой системы стягивать пространство на себя. Женщины энергоемче мужчин. Женская суть, женская природа познала много искажений, которые оставили отпечаток нам на уровне генома. В каждой женщине идет упор на ряд определенных программ, что в свою очередь формирует их жизнь. Женское тело по своей природе – это энергетическая машина. Если женщина научится правильно пользоваться своей энергетикой, это позволит ей получать все, что она захочет. В интернете сейчас очень много информации о женской энергии. Все ищут ее источник, все хотят ее прокачать. И, конечно же, это не зря. Ведь качество женской энергетики дает женщине огромную власть. Женщины, которые овладели качеством женской энергии, получают все, что они хотят. Деньги, мужчин, внимание, реализацию, власть, социальный статус. Вокруг такой женщины вращается вся Вселенная. И самое главное, что такой женщиной может стать каждая, так как это заложено в каждой женской природе. Мы все живем в мире, который работает на мужских правилах. Человеческий вид, будь то мужчина или женщина, несет в себе конкуренцию за доминирование во что бы это ни стало. Это связано с выживанием, и это основной инстинкт нашего биовида. Как бы то ни было, мужчины – это столб цивилизации. И как более сильны стратегически, они увидели угрозу для своего доминирования в женщинах, сильно прокачанной женской энергией. Хорошо, кстати, это раскрыта тема в фильме «Код да Винчи» с масонским актером Томом Хэнксом. Напишите в комментариях, мы можем сделать разбор этого фильма на основе этой темы. Будет очень интересно, кстати. На протяжении последних столетий женская суть, женская природа познала много искажений, которые оставили отпечаток нам на уровне генома. В нас на клеточном уровне хранится информация, тот опыт, который пережили наши предки. И давайте же вспомним, что было с женщинами за последние лет 600. Начнем, конечно же, с инквизиции. С того, что женщин, которые были красивы и могли пользоваться своими женскими качествами, в которых была прокачана женская энергия, имели способности, сжигали на кострах, ибо властям было это невыгодно. Такие женщины были опасны, ибо они имели влияние на самых высокоранговых мужчин, что в свою очередь подрывало их власть. Обвинения красивых женщин в колдовстве имели несколько причин, включая страх перед их влиянием и обычную зависть. Особенно в исторические времена, когда женщины имели силу и независимость, это могло восприниматься как угроза. Часто такие обвинения использовали для контроля и подавления женщин, которые выделялись своей привлекательностью и независимыми взглядами. Красота и обаяние, качество женской энергетики часто ассоциировались с колдовством, которое порицалось церковью. А церковь, как мы знаем, тогда была главный управляющий орган власти. Кроме того, женщины, занимающиеся исцелением, знающие женщины, могли также быть подвергнуты преследованию. Женская суть и женская природа порицалась и осуждалась. После этого была введена культура, подавляющая и искажающая все женские способности и качества. Женское тело прятали под специальными корсетами прямоугольных форм, которые искажали женские формы и деформировали таз и грудь. Нельзя было проявлять ни женственность, ни сексуальность. Женщину рассматривали как инкубатор и обслуживающий персонал. Из-за этого, конечно же, рождаемость сильно упала. Чтобы решить эту проблему, была введена мода на то, чтобы подчеркнуть максимально женские формы и выпечить грудь, попу, показать узкую талию. Куртизанки были в приоритете, на них равнялись другие женщины. По факту проституция была введена в культуру и стала легальной. Теперь давайте вернемся к последнему нашему столетию. Мировые войны, перестройки, пропаганда. Мужчин поубивали, женщин заставили просто забыть о своей женской природе, женской сути и занять равные позиции с мужчинами.
И выходит у нас такая картина, что у современного общества на уровне генома зашиты все эти женские программы, которые создались вследствие получения опыта нашими предками. И это типа программы: женщине нельзя быть красивой, ибо за это могут убить, за это накажут. Также противоположная программа куртизанки, продажа любви за деньги. Я люблю только того, кто дает мне деньги. Любить нужно только того, кто дает деньги, ибо это безопасно, и я получаю за это хорошее положение и отношение социума, что в свою очередь обеспечивает мне хорошее выживание. Также разные программы, вытекающие из Советского Союза. Надо все тащить на себе, быть мужиком, ибо мужчин нормальных нет, и они слабые, или мужчину в любое время могут убить. Также мы все понимаем и помним, как в Советском Союзе тоже порицалась и осуждалась женская природа, женская сексуальность. И множество других программ, которые формируют нам общее бессознательное, общую энергоинформационную нашу среду. В каждой женщине идет упор на ряд определенных программ, что в свою очередь формирует их жизнь. Вследствие формируются разные проблемы, из-за которых женщина несчастна. И в основном страдает больше всего тело, ибо огромный ряд программ сформирован вследствие подавления и порицания женской природы. А что такое женская природа? Это женское тело. Посмотрите, женщины вечно борются с этим лишним весом. У многих непринятие своего тела, болезни мочеполовой системы, отрицание своей сексуальности, своей женской сути. Просто все привыкли к этому, но это следствие проблем в нашей голове. Как говорится, рыба начинает гнить с головы. Все проблемы у женщин с телом – это следствие неадаптивных программ, которые накоплены нашими предками и зашиты в нашем глубоком подсознании, к сожалению. И что же нам со всем этим делать? Как это решить? А решать проблемы нужно всегда с первичного уровня. В нашем случае с уровня тела. Женское тело по своей природе – это энергетическая машина. Оно создано так, чтобы быть источником силы для нее и ее семьи. Если женщина научится правильно пользоваться своей энергетикой своего тела, это позволит ей получать все, что она захочет. Это позволит ей жить так, как она захочет. Есть такая фраза: мужчина – это Бог, женщина – это планета Земля. Женщина – это проводница планеты Земля. Она одинакова с ней по устройству. На Земле все построили мужчины, но для женщин. Это правда. Планета Земля – это планета женщин. Здесь все ради женщин, все для женщин. Все мужчины зарабатывают деньги, стремятся к власти, делают поступки ради чего? Чтобы получить женщин. А первично женское тело. Это все, конечно, обусловлено инстинктами, поэтому это непоколебимо. Женщины энергоемче мужчин. Женщина в десятки раз больше энергетически, нежели мужчина. И каждая женщина в глубине своего подсознания понимает, что благодаря своей природе она может получать все, что она хочет. Из-за этого в данный момент женщины стремятся прокачивать свою женскую суть, женскую энергетику. Этот термин, по сути, посмотрите, охватил весь интернет. Даже успел опошлиться, к сожалению, так как люди иногда воспринимают это искаженно. И давайте же с вами разберем терминологию. Что такое женская энергия, о которой все так яро говорят? Женская энергия – это способность женской половой системы стягивать пространство на себя, становиться тем самым магнитом, который притягивает блага, внимание мужчин и держит женское тело в хорошем состоянии. Когда женское тело проводит большой уровень энергии, это дает ей в первую очередь красоту, сексуальность, молодость. Такую женщину замечают все. Такую женщину заметит в толпе любой мужчина. Такая женщина всегда будет обеспечена всем необходимым ей. Для того, чтобы стать такой женщиной, прокачать свою женскую энергию, первоначально нужно проводить работу с телом. Тело – это наша биомашина, и для того, чтобы она работала, ее надо привести в рабочее состояние. Первый шаг – это устранить стресс.
90% женщин находятся в состоянии реального хронического стресса. Нужно понимать, что стресс блокирует все женские функции. О женской энергетике можно забыть. Он блокирует нормальную работу нижних чакр, и вследствие чего начинаются проблемы с телом и психикой. Во-первых, что нужно усвоить? Это то, что женщина циклична и тесно связана с природой. Женщины сейчас очень включены в социальную гонку интеллекта. Женщины живут на мужских алгоритмах, по мужским правилам, что вводит их в состояние хронического стресса, и вследствие начинаются проблемы со здоровьем. Щитовидка, гинекология, лишний вес, от которого они не могут избавиться. Проблемы с либидо, с зачатием. Ну и, конечно же, вследствие проблемы с отношениями. И, конечно, в состоянии стресса сыпется все. Никакой женской энергии не будет. Поэтому больше расслабления. Ведь это главное качество женской энергетики. Когда женское тело расслаблено, оно может генерировать большой объем энергии. Расслабленная женщина – это ресурсная женщина. Женщина, с которой хочется быть. И как же вывести себя из этого стресса, фонового стресса? Это закрыть все дефициты. Просто нужно привести свое тело в норму. У среднестатистического человека тело находится в жутких дефицитах на данный момент, из-за того, что все пребывают в хроническом стрессе, из-за чего все ресурсы тела выжигаются очень быстро. И в 25-30 лет у некоторых уже организм просто старика. И чтобы быть в ресурсе, проводить женскую энергию, нужно сначала восстановить ресурсы тела. Это в первую очередь хороший сон и питание. И особенно я рекомендую включить в свою жизнь спорт. Спорт может абсолютно и кардинально поменять вашу жизнь, потому что он поддерживает наш гормональный уровень, что очень позитивно влияет на нашу нервную систему. Также во время спорта, когда мы сильно потеем, мы очищаем этим свою лимфу, из-за чего мы становимся красивее и, конечно же, здоровее. Я рекомендую ввести в вашу рутину разные расслабляющие процедуры. Это ванны с магниевой солью, массажи, разные расслабляющие практики. Нужно все закрыть свои потребности микронутриентов, макронутриентов. Просто нужно закрыть базово все свои потребности, потребности вашего тела. И вы увидите, как вашей энергии станет больше. Вы будете в другом самочувствии. Второй шаг – это работа с нашими нижними чакрами. Наша женская энергия завязана на работе наших двух нижних чакр – Муладхары и Свадхистаны. Когда у женщины прокачаны эти два центра, а что я имею в виду прокачаны? Это там нету энергетических блоков и разогнана энергетика. Когда они прокачаны, эти центры, то ее жизнь, женская жизнь становится похожа на сказку. В интернете, в Ютубе особенно, можно найти кучу медитаций на прокачку этих чакр. Но нужно понимать, как они работают. Делая практику на определенную чакру, вы наполняете тем самым ее энергией. Вследствие этого засвечиваются все программы, которые там есть. И если у вас есть программы негативные, они сразу начинают проявляться в вашей жизни. Они сразу начинают работать. Тем самым вы даже можете пробудить у себя разные болезни. Поэтому, как и во всем, здесь нужен, конечно же, правильный комплексный подход. Для этого я бы посоветовала обратиться к целенаправленному специалисту, который поможет вам правильно активировать и проработать нижние чакры. Самое позитивное в этом всем – это награда за правильно проработанные нижние чакры Муладхару и Свадхистану. Когда вы проработаете свои низы, нижние чакры, это реально вас удивит, ведь вы получите все, что только может хотеть женщина. В первую очередь это хорошее здоровье, красота, стройное тело, мужское внимание, подарки, деньги, отношения, высокий уровень сексуальности и харизмы, хорошее и стабильное эмоциональное состояние и место зависти, уважения женского пола. Когда женщина познает себя на уровне тела, работает со своим телом, с его энергетикой, с того момента начинаются большие изменения в ее жизни. Начинается ее становление как женщины, как той, которая крутит вокруг себя пространство и всю Вселенную.
Женское развитие, как и любое другое, начинается с тела. Женское тело, а точнее половая система, работает по принципу стягивания на себя. Если тело в норме, оно разблокировано, женщину мир всегда обеспечит и даст ей все, что она хочет. Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите, что вам интересно в комментариях. Задавайте вопросы, я всегда на них буду отвечать. Пока-пока, до новых встреч!